Всех приветствую. Хочу вас позвать в наш Hookah Place в Дубае. Добро пожаловать, проходите. Начнем, я думаю, мы отсюда, с нашего сердца. Первый вопрос будет очень простой. Соответственно, расскажи немного о себе. Кто ты, чем сейчас занимаешься? Меня зовут Парвиз. Я являюсь бренд-шефом Hookah Place в Дубае в данный момент. Ну, не только в Дубае, но в основном это Дубай. Занимаюсь тем, что открываю такие проекты на территории ОАЕ. Как ты сюда попал? Что было катализатором того, что ты решил именно пойти именно в Дубай, именно в КП, именно в этом новете? Давай объясню вкратце по-другому чуть. 6 лет я работаю уже на том, что занимаюсь именно открытием заведения. Именно не на территории России, а по миру. Это Лондон, это Мексика, это Индия. И с Антоном хорошо знаком, это основатель бренда. И в Дубае я уже 5-й год, это, наверное, мой 5-й проект. И когда был выбор, наверное, с точки зрения его, кто будет открывать в Дубае, у него был, наверное, один знакомый, это я в основном. Плюс у нас получилась такая неожиданная встреча, где мы сидели в GC и решили, что а почему бы нет, давай я попробую открыть. Но вроде как все получилось хорошо, результаты прекрасные, все довольны. Вернемся к твоему бэкграунду. Как ты попал изначально в кальянную индустрию? Это, на самом деле, обожаю свой этот путь. Я начинал с обычной мойки. Было заведение на Красном Октябре, Joyce Bar. Я там в день за 500 рублей мыл колено. И было тяжелое начало. Я вообще не планировал в этой индустрии работать. Это была временная работа, чтобы хоть что-то было перекидаться, но в итоге так затянуло, что научился забивать чашки. Спустя там полгода, наверное, смотрел, как делают мастера. В те времена только был альфакер. Наверное, вкусов 10, дай бог, было за баром, и это уже было хорошо. И вот так вот постепенно рос, понимая о том, что надо к чему-то стремиться, надо к чему-то расти. А когда устроился кальянщиком, понял, что и мне и этого мало, и было в свое время, в те времена было придумано такое направление, как арт-кальяны, и вот благодаря арт-кальянам получилось сделать имя, определенную узнаваемость, и уже дальше пошли заказы и контракты, которые в данный момент привели меня сюда. Говоря об арт-кальянах, что именно тебя в них зацепило, почему ты решил ими заниматься? В то время арт-кальянами, по-моему, никто не занимался. Был один только человек, это Саркози. Он собирал башни. И мое направление было, я делал это в основном на свадьбах, типа на выездных. Я собирал из фруктов какую-то конструкцию. Это более было похоже на что-то, больше детализация, типа корабль. В те времена были птички, совы, всякое такое. И пару раз, увидев, что от этого идет очень сильная обратная связь, я начал дальше пушить, и у меня есть огромное количество работ, которые я раньше делал. Сейчас, наверное, уже года 1,5-2 не резал, но я думаю, руки еще помнят. И концепция заведения, ну, для тех, кто не знает бренд Hookah Place, это использование черных и красных тонов, но мы не только, Hookah Place начал делать разные стили. Каждый дизайн заведения теперь индивидуальный. Он другой, есть и белый, и бежевый, и разные тона цветов. В данный момент у нас тут основной, главный, так как это первый проект, это первая локация в Дубае. Конечно же, она будет сделана в черно-красных тонах, в более интимное светоосвещение. У нас нет, по сути, света, у нас есть проекции на столы, которые только подсвещают только столы. Есть, конечно же, большая веранда, где, которые хотят посидеть аутсайд, комфортно, с удобной мягкой мебелью. Концепция вкратце такая, что мы соединили 3 разные культуры, и взяв каждую культуру, не просто типа сделали как бы дабы, а именно заморочились. У нас за бар отвечает один из лучших барменов мира, за кальян отвечаю я, тоже неплохо, и за кухню отвечает Екатерина, она обладатель 2 звезд Мишлен. Мы соединили, это кальянная, в которой есть кухня с мишленовским шеф-поваром, с крутым барменом и хорошими кальянами. Концепция просто удивлять и дать каждому гостю, каждому потребителю, приходя сюда, все эмоции во всех направлениях, чтобы ему было комфортно здесь по всем параметрам. Какие продукты пользуются основной популярностью, какие сочетания? У нас аудитория разнообразная, мы все-таки находимся в стране, где очень большое количество туристов, хоть и основная наша аудитория это русскоговорящие люди, это 75%, скорее всего 70% русскоговорящих людей, но европейцам
тоже нравятся, они заходят, европейцы, арабы, мы берем их в одну категорию. Им нужно один раз только прийти, чтобы полюбить нас, чтобы понять, что это такое, и их очень сильно восхищает, что в этом заведении они могут попросить любую свою мечту, как мы с ними это любим обсуждать, и мы повторим этот вкус. Это может быть любое воспоминание, любое направление, любой десерт, мороженое, пирожное, это все понятно для русского населения, но для европейцев это нонсенс, как такое можно воплотить в кальяне, и это их очень сильно удивляет. По временам у нас очень разная система, что больше всего курят. Когда мы только открылись, было на самом деле большим удивлением, что в основном все курили елки, базилик, шалфей. У меня скурили весь шалфей. Я думаю, нет ни одного заведения, где нет шалфея, он всегда есть. А у нас его скурили, просто когда не видел такого, чтобы так любили люди шалфей. Сейчас поменялось. Аудитория, сейчас заказы стали более расслабленные. Зависимость, наверное, видимо, зависит от погоды. Какая погода, такое настроение на определенный кальян. Либо уже надоело просто людям, и они сначала курили травы, а теперь ушли на что-то другое. Уходит все, на самом деле, равномерно, все плавно, потому что это же тоже еще зависит от шефа, который отвечает за эту станцию. Я запрещаю своим делать миксы дня, вкусы дня, чтобы не тратить один и тот же табак. А мы именно, их задача всегда делать разнообразие. Для этого мы сделали каждый вторник. У нас в этом заведении проходит шеф-тейбл. Вкратце объясню, что это такое. Это мы выставляем там, я выставляю, либо я приглашаю какого-нибудь прикольного, крутого кальянного мастера, шефа, где он выставляет свои миксы, свои кальяны, и все это бесплатно. Просто чтобы люди это покурили и нашли для себя что-то новое. Потому что у нас очень много табаков, которые нужно определенное время, чтобы скурить все и понять, что тебе нравится. И для этого мы сделали шеф-тейбл с открытия каждый вторник. Он идет у нас в 9 вечера. Люди приходят, находят для себя какой-то новый микс, новый вкус. И на протяженности всей недели его курят. На следующий вторник он приходит, находит для себя новый. И вот так вот они здесь живут. Каждый вторник, приходя из этих 10 кальянов, находя свой новый микс на эту неделю. Работать с табаком тут немного другая. Очень сильно влияет температура, влияет определенная влажность в самом помещении, в самой стране. И здесь упала крепкость у всего табака. Не только у одного производителя, а у каждого производителя потеряла своя крепкость. Он стал более мягче, он стал более легкий. Какие-то вкусы, наоборот, стали яркими вкусами, потому что я даже ездил в Россию, в Москву и делал эксперимент. Неужели он также курится? Он курится вообще по-другому, хотя вкус один. И мы, чтобы понять систему и как мы будем работать, перед открытием, скурили, наверное, больше 100 чаш с мастерами. Мы курили один вкус, соединяя его на разных чашках, на разных системах прогрева, на разных граммовках и на разных моделях кальяна, чтобы понять, где какая лучшая комбинация срабатывает в данном помещении, в данном месте лучше всего. И находя ее, выработав ее, мы выставили этот механизм работы. У нас всегда готовы угли, у нас подача кальяна 5-7 минут. При хорошем настроении можем и 3 делать. Это хорошо прогретый будет кальян, хорошо забитый, никаких заготовок мы не делаем. 16 грамм, максимум 18. Здесь курица прекрасно и идеально. Говоря о разных странах, то есть ты открывал проекты в многих странах, как я упоминал это ранее, как я посмотрел до этого. А какие страны, по твоему мнению, тебе была индустрия сами по себе интереснее всего? 6 лет назад был самый первый выезд у меня в Индию, и это было для меня самым глобальным, потому что у всех разные теории, но для меня все-таки теория, что кальян произошел из Индии. И когда тебя вызывает страна, которые придумали, по сути, это направление на обучение, на мастер-классы, на открытие всяких заведений, первый раз я отвечал за 25, по-моему, заведений в плане просто контроля качества, проверки всей команды, выставления меню и всякого такого. И это было мега необычно приехать в страну, где очень другая разная культура. И ты выставляешь там свою работу, свой механизм с индусами, с инди-говорящими, я не знаю. И это было самое такое незабываемое ощущение, которое до сих пор длится уже как 6 лет. Каждый месяц я вылетаю в Индию.
Говоря также о мастер-классах и об открытых заведениях, какие у тебя были самые неожиданные, сумасшедшие, можно в том смысле сказать, вещи, которые ты либо проводил, либо встречал на мастер-классах? Было на самом деле очень много разных заказов, таких прям необычных. Я, можно сказать, обслуживал номер 2 человека Мексики. Мы вылетали и делали ему кальяны, плюс обучали его охранников делать ему кальяны. Это, наверное, самое необычное, когда ты прилетаешь в страну, а тебя почти 20 человек охраны встречает. И в этот момент была легкая паника, конечно, потому что наши заказчики в основном все через Инстаграм, и не пойми кто, не пойми куда вызывает. Но это было одно из самых прикольных воспоминаний. Благодаря этому, спустя 4 года, мы 6 февраля, почему я говорю всегда мы, это моя команда, у нас много людей, есть менеджеры, есть помощники. 6 февраля мы летим делать вечеринку на 35 человек к президенту Мексики. Я думаю, мало кто из кальянной индустрии двигается по таким необычным заказам. Говоря также о странах и культурах, какие страны тебе было бы интересно еще посетить, либо узнать там больше, или там кальян записать, либо просто посетить страну? Посетить, наверное, не особо что-то прям вау такое интересное. Я уже достаточно много где побывал благодаря работе. Точно хочется попробовать Азию. Это вообще мега другой и новый интересный рынок. В том году ездил на разведку, посмотреть, что и как. Европу я бы делал. Не скажу, что мое направление. Очень все слишком нежное, очень все такое. Мы хоть и выставили там в Лондоне прекрасное заведение, которое хорошо работает и по сей пор, но это не то. Вот как, допустим, у арабов есть свой вайб, типа, и выстраивание работы в арабской культуре, он прям интересный. У тебя много чего интересного. В Лондоне я такого не получил. И думаю, что именно такой же вайб можно, если не лучше, получить в какой-нибудь Азии, в той же Японии. Скорее всего, Япония, которое место, куда я бы хотел бы, наверное, посетить с таким же своим направлением, с кальянами, и удивить многих азиатов нашей страны. Такой вопрос. Вот если ты вспомнишь свое детство, кем ты хотел стать в детстве? Ну, в детстве я, наверное, хотел стать пилотом. Не вспомню почему, но я хотел стать пилотом. Родители хотели, чтобы я стал переводчиком. Наверное, оттуда и есть определенное знание языков и умение их быстро учить. Но судьба сложилась так, и все, что ты там планировал, или все, что планировали твои родители, я очень много лет проучился на направлении лингвиста и должен был быть переводчиком, но получилось вот это, и в данный момент я в своей прям стихии, в своем амплуа, я знаю уже много об этой индустрии, и благодаря этой индустрии я уже, наверное, посетил почти больше 30 стран и не оплачивая ни один билет, и поэтому я не могу не любить эту индустрию. Прикольное направление, все, кто меня знают, знают, что я именно тот пример, наверное, показываю, что в этой индустрии можно делать большие заработки, можно делать интересную свою жизнь и работая простым кальянщиком. Я кальянщик. Я человек, который может спокойно встать за барку, сделать. Просто по состоянию определенного здоровья мне пришлось уйти с барной стойки. Была операция на позвоночник. И теперь я только руководитель, который все это примерно помнит. У меня есть своя миксология, есть своя технология. Я мастер таких кальянов, наверное, которые никто не сделает, потому что я привожу табаки со всего мира, находя их самые необычные какие-то послевкусия, потому что я мастер сделать необычное послевкусие, там йода, еще что-то. Такое в индустрии не делает. Я собираю парфюмы, мне нравится парфюмная линейка, мне нравятся специи. У меня в данный момент за баром, ну, наверное, даже не знаю, но больше 40 специй, которые в России еще никто не пробовал. Возвращаясь к фруктам и, по сути, то, что привело тебя к известности и, соответственно, популяризации тебя как бренда. Что ты можешь сказать вообще о запивках на фруктах? Для чего это, зачем это нужно? Потому что есть также много споров, нужно ли это вообще, не нужно и так далее. Я думаю, все равно есть в каждом забивке
на фрукте есть свой прикол, есть своя какая-то определенная изюминка, есть свои вкусы. В самые старые времена, если честно, любил сам покурить танш, именно танш, крепкий какой-нибудь хороший табак на фрукте. И как бы это странно не звучало, и многие сейчас, конечно же, напишут, что вау, не то, температура и всякое такое. Попробуйте, это круто, это прикольно, как чашка смягчает, а табак все крепче и крепче. Я знаю, как собрать фрукты так, чтобы они давали вкус, они влияли на вкусовщину. Это можно сделать обычным легким примером, взять один и тот же вкус и забить его на разных фруктах, на разных системах забивки и понять, что они все разные. Не будет один и тот же вкус раскрываться по-другому. Пусть это будет не так, но моя теория будет такая. В моем случае фрукты были сделаны в те времена, когда в индустрии каждый уже забрал свою нишу, и нужно было очень сильно выделиться. Нужно было выделиться, чтобы тебя начали смотреть, тебя начали слушать. И только делая необычную дичь, как говорили многие, говорят, наверное, до сих пор, до сих пор все равно обо мне говорят и обо мне знают. Скорее всего, больше всего повлияло первое, из-за чего ты собрался с силами и начал работать, именно пахать, то это развод. Я был в браке, у меня есть дочь, и развод очень сильно повлиял на то, что надо менять свою жизнь колоссально. Второй момент – это мой менеджер, человек, который со мной до сих пор, человек, который заставил меня снять видео, как я делаю кальяны на фруктах, и выложить его. Хоть я и был мега против, мега вообще сторонник всего этого, он сказал одну фразу на одном из фестивалей, что почему люди со всеми фоткаются, а с тобой нет, когда ты умеешь лучше. И для меня это была самая такая грандиозная фраза. И через неделю мы выложили видео, которое собрало в общем почти 22 миллиона просмотров. Проснулся уже, можно сказать, мини-узнаваемым. Потом начались первые мастер-классы, первые выезды. Выездов было очень много, были месяца, где в месяц было и 6-7 полетов, были полеты, месяца, где были полетов, что я прилетал с одной страны в аэропорт, быстро садился в такси и ехал в другой аэропорт, потому что у меня уже другой был вылет. Скорее всего, начало мастер-классов показало мне о том, что направление этой индустрии не особо до конца все понимают, и можно двигаться вообще в другом направлении. И мы закрыли Россию. Мы перестали какие-то брать обычные заказы в России, больше пушили, пиарили себя на Европу, на мир, на другой континент страны. И это был лучшим результатом, потому что ни один заказчик, допустим, сейчас, особенно в данное время, не заплатит ту сумму, которую мы берем за заказ на любую страну. А валюта другая, переводя в рублях, звучит каких-то колоссальных денег. И я не думаю, что сейчас кто-то, сидя в России, готов вызвать меня, чтобы я просто проконсультировал или сделал пару кальянов, и мы с кайфом покурили. Это сердце этого заведения, конечно же, это наша барная стоечка. Для Дубая одна из самых больших, глобальных. У нас 260 вкусов. Здесь есть выбор на каждого гостя. Это разновидность чаш. Есть хукаджоны, есть старые турки, есть классика, есть японы. Короче, ассортимент типичного российского бренда. Большое количество разных моделей кальянов, на которых мы, скорее всего, больше всего работаем. Конечно же, любимая фишка Hookah Place – это вот такие кольца, которые держат в себе, в общем, у нас 140 кальянов, на них стоят. Очень удобно, забирают очень мало места для такого количества кальянов. Ассортимент кальянов разный. Самые рабочие лошадки – это Hookah Place Old School, коллаба специально сделана для Hookah Place. Конечно же, есть вуки любят всегда. Есть соломоны, есть фибоначчи, мэтпиры, японы. Кальянов много. Там у нас кальянная мойка. У нас кальянщики не моют кальяны. У нас есть для этого отдельная зона, где все моется, подготавливается и выставляется потом на барную стоечку. За барной стойкой есть 2 VIP-комнаты для гостей, которые хотят уединиться, поиграть в PlayStation, покурить и расслабиться в более интимной обстановке. Это, короче, я не знаю, насколько лет в индустрии. Да, это не Гоза чуть, это другая тема. Это один из первых кальянов Индии.
Это вот такая удобная вещь, которую ты садишься, вот так вот куришь, она у тебя, ну, сделана под заказ, более крутящаяся на металлической колбе, прекрасный аппарат, я бы точно рекомендую покурить на ней сигару настоящую, это короче, соединение будущего, сигара это будущее, кальян это прошлое, такое соединение будущего с прошлым в идеальной комбинации выходит очень необычно. Это чашка. Это вот такая чашечка, которая просто... Да, не экономна, но это для классики. Она таки была. Мы ее переделаем сейчас. Такой это чуть спойлер. Наверное, может быть, ты не будешь это вставлять. Но я выпускаю такие кальяны. Ну, типа, это просто... Да. Это прототип, который, типа, выйдет... Это наши вип-комнаты, просто такие, типа, поиграть, закрыться, посидеть с большой компанией, почилить. Их две у нас, обшиты все бархатом. Ну, вроде комфортно, удобно, регулируемый свет, можно закрыться, поставить себе отдельную музычку. Но это, наверное, самая дорогая полочка. Сейчас я выставлю. Да. Ну, это, наверное, самая дорогая полочка. На ней стоит у нас 10 Соломонов. Я думаю, вы можете загуглить, посмотреть, сколько стоит каждый Соломон. А у нас их 10. Ни у кого не один, а целых 10. Мы на них курим только сигару. Мы курим только безаромку, только сигары, чтобы пропитать их только безаромочным таким послевкусием. Второе сердце этого заведения, это, конечно же, наш бар. Бар, сделанный под именем Андрея Большакова, который выставил тут самые свои необычные коктейли. У нас есть чайная зона, у нас есть больше 30 видов китайских чаев, у нас есть чайный мастер. Для Дубая это было удивлением, ну, в России у всех в основном есть уже чайные мастера. В Дубае это было таким легким удивлением и необычностью, что есть такой большой выбор чаев и, конечно же, правильно сделанных и на разный вкус и цвет. Какие основные характеристики должны быть у КМа и у управляющих? То есть что нужно сделать КМу, чтобы стать управляющим? На самом деле быть, наверное, внимательным. Я, допустим, лично никогда не набираю команду по опыту, который он знает, по забивкам чашкам, еще что-то. Я знаю, как на собеседованиях у многих не получаются чашки, просто из-за того, что другая локация, другое, не твоя рабочая станция, не твоя рабочая зона, нервы и всякое такое, поэтому никогда на моем собеседовании кальянщик не делает чашку. Мне это не интересно, я с ним всегда общаюсь. Я набираю людей по личности. Мне нужна личность, которую я потом под себя подстрою, обучу чему-то и сделаю так, как чтобы он для меня работал. А для управляющего, не знаю, мне кажется, надо быть настолько внимательным и чуйким не только по отношению к качеству, по отношению к гостям, по отношению к своему стафу. Ты должен понимать и предугадывать любое движение, которое выстроит всю твой механизм. Короче, ты должен, наверное, быть часовщиком. Я называю это часы. У меня все, что у меня творится за барной стойкой, это мои часы. Я выстраиваю механизм. Я часовщик, который ставит определенное место, определенные шестерни, которые и заводят этот механизм и начинает это работать. Тебе надо быть, наверное, скорее всего, часовщиком, который знает, где и как поставить шестерню, чтобы этот механизм запустился и начал работать как вечный двигатель. Честно, я говорю, я всю жизнь буду говорить, и я обещал это говорить, что всему успеху я благодарен Андрею, это менеджер, человек, который заставил меня все это делать. Вторым моментом, скорее всего, усилие и труд. Я не могу остановиться, потому что у меня огромная семья. У тебя должна быть своя мотивация, точка, опора, к чему ты должен стремиться всегда. Каждый год я ее выстраиваю новую. И она не дает тебе расслабиться. Она тебе не дает на секунду приотдохнуть, остановиться. И ты работаешь просто как на всю силу, которая тебе нужна, потому что тебе в конце года, грубо говоря, надо сдать отчет самому себе, что ты это выполнил, цель, которую ты поставил. Так даже не знаю, что тебе сказать. Но, скорее всего, просто работайте с умом, не прям, чтобы просто износить себя и потерять, сгореть от этого. Ты должен получать от работы все-таки удовольствие, я от нее получаю. Я могу находиться на работе просто сутками,
И я не устаю из-за того, что я правильно распределяю внутреннюю энергию, внутренние силы на работе так, чтобы всем было комфортно. Это уметь правильно отвлечься, уметь правильно быть где-то серьезным, быть где-то помягче и на что-то всегда отвлекаться. Недавно у тебя вышла коллаборация с Деусом, вкус Black G. Почему именно мороженое с шафраном и, соответственно, как вы к этому пришли? Я говорю, я так как фанат специй, была цель сделать что-то новое для российской индустрии, то, что ни у кого нет, не в плане типа удивить сильно всех вкусом, но сделать что-то необычное. В индустрии, если я не ошибаюсь, нет ни у кого шафрана. Сам шафран по себе очень яркий. И задача была сделать его таким, чтобы он в соло был курибельным. У меня есть шафран из Индии, это от Авзала есть шафран. Но именно российский производитель, никто не делает шафран. И мы его смягчили, его сделали более сбалансированным. Мы хоть и написали мороженое, по сути там эффект мороженого сливочности, только для того, чтобы блокировать и балансировать сам шафран, чтобы он был в соло курибельным. Появилось это все просто. Мы были летом в жару, шли по улице под Бурдж-Халифой, там стоит Баскин Роббинс, мы зашли купить попить. Там стоял милкшейк с шафраном, который... Я просто фанат всего этого, я восточный человек, и мне нравятся специи и десерты с шафраном. Я такой, прикольно, давай попробую, давай попью. Сделав глоток, я такой, кайф, я хочу теперь это покурить. И чтобы вы понимали, вы можете найти этот Баскин Роббинс, попить этот шафран, и вы поймете, что это одна в одна. Вот просто один в один этот. 5 качеств заведения, чтобы оно стало успешным. Или 5 вещей, которые в нем должны быть, чтобы оно было успешным. Интересный вопрос. Не фанат всегда такого погружения в эту индустрию, я больше такой, знаешь, человек. Лайт, вайб, все как по ходу дела. Скорее всего, первая, наверное, основная, как всегда, это команда. Это команда твоей мечты, можно так сказать. Второй момент – это руководители, потому что, как там говорят по-русски, рыба гниет с головы, как-то так. И если наверху тебя понимают и дают тебе добро творить и быть в своей амплуа, в своей стихии, то успех твоей команды уже обеспечен. Третье – внимательность, чуткость к тому, что вы делаете. Должна быть у вас одна общая цель. У вас, это имею в виду, у команды и у руководителя, должна быть одна цель работы заведения и немного удачи. Скорее. У меня будет классика, банально, это Халил Мамун, у меня дома всегда он стоит, я курю на Халиле. Сам, для меня он очень важный, потому что я нашел потом заведение, где я работал, и я выкупил тот Халил Мамун, на котором я впервые забил себе чашку. В этой вообще мире, в этой индустрии я первый делал чашку, делал я Тимуру, это был наш главный менеджер того заведения. Он, конечно, покурив его и сказал мне, что никогда я не стану кальянщиком, но эта чашка, даже чашка есть. И Халил Мамун этот стоит у меня дома, и я на нем всегда курю. Чашка это турка. Турка, наверное, тех времен, которая прям была такая. Вот у меня турка, наверное, дома почти килограмм, наверное, весит. Такая мега старая, мега толстостенная. Времен Нахлы, я думаю, все вспомнят эти турки. По табаку я... Сочетание? Хорошо, скажу то, что я курю всегда. Это мороженое с панрасом. Это любые сливки, любые сочетания сливок, молочного направления, там карамель, дебюсси и всякое такое, с панрасом. Все, идеальная комбинация, которая никогда не надоедает мне уже там больше 10 лет. То есть как он появился и почему людям интересно именно Russian Shisha как бренд? На самом деле я следил и был на контроле появления Russian Shisha, но я пропустил, когда это стало прям таким культом. В каждом заведении, в каждом меню иметь категорию Russian Shisha, но я знаю, откуда это пошло. Это пошло от аутсорсингов, от людей, которые прилетели сюда и покурив кальян, такие, ну что ж так все плохо делаю, давай я тут поставлю свою компанию, привезу кальянщиков, буду привозить табак, и это будет круто. Но табак российский, российский табак дорогой. Даже привозя его сюда или купив его тут, он дорогой. И
понятно, что мы проходили это в России все. Это как добавки, ВТО, бонча, добавить сок в воду, чтобы поднять цену на кальян. Так и, я думаю, создалась категория Russian Shisha. Это первое, поднять цену и спрос на табак, имея аудиторию, которая зайдет и скажет: я хочу Russian Shisha. Потому что русских туристов тут много. Я курил, мы ездили на презентацию электронного кальяна от Альфакера. Это, знаешь как, это прикольно, симпатично, но еще рано. Ему еще лет 5 надо, чтобы они позаморочились, поработали над этим. Но я думаю, каждый вспомнит, когда только появился вейп, все такие: вау, ну все, кальяны умрут, все перейдут на вейп, и этого не случилось, потому что наша аудитория, которая курит кальяны и любит кальяны, никогда не поменяет свое отношение ни на электронные, ни на электрические, и на всякое такое. Она останется на классике: уголь, табак. Может быть, вернемся в фольгу, мне кажется, это станет скоро опять заново модным, и мы все вернемся на фольгу. Мне кажется, классика не умрет, и классика будет всегда жить. Для этого будет всегда своя аудитория, которая будет собираться и курить ту классику, которая есть. Будущее Дубая мы только закроем определенную, дайте нам время, особенно, я думаю, в этом году уже у нас 3 новых хукаплейса открываются, строятся в данный момент. Через 2 недели, в зависимости от выпуска, открывается первая точка в Абу-Даби, потом открывается на даунтауне и Марина. Мы закрываем каждый сектор Дубая, чтобы людям было удобно и комфортно не ездить через весь Дубай, попав к нам, а чтобы было на его районе, в его локации, один из хукаплейсов, в который можно зайти, покурить тоже качество, тот же хороший кальян по хорошей цене. И что мог бы ты сказать, скажем так, направить ребят, которые только приходят в индустрию? Что бы ты мог сказать? Точно предлагаю каждому найти свое направление в этой индустрии, найти свою изюминку, в чем и как он будет отличаться от других. И любить, наверное. Я люблю барную стойку, я и с мастерам своим говорил, что кальян — это ваше детище, которое вы должны уважать, любить, ценить. Чем больше ты ему любишь, обнимаешь и уделяешь внимание этому кальяну, как бы это странно не было, тем больше он отдает тебе обратную связь. И в данный момент в моей жизни это сработало и работает по сей пор.